Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Warzone вы узнаете, как повысить FPS в новом сезоне, избавиться от лагов и фризов, сделать стабильный фреймтайм, а также подберем с вами оптимальные настройки графики для слабых систем и более мощных. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Первое, что мы делаем, залетаем в Warzone и да. Сегодня видосик у нас с вебкой. Чисто ради экспериментов мне было интересно, как оно все будет работать вместе, потестировать, так сказать. Но речь сегодня не об этом, залетаем на графику и начнем с вами по порядку. Видеорежим. Потенциально для более низкой задержки ставим полноэкранный. Если вы частенько сворачиваетесь, как это делаю я, ставим полноэкранный без рамки. Обновление экрана ставим максимальную доступную. Это работает только при полноэкранном режиме. Разрешение экрана по соотношению к вашему монитору. Иногда можно понизить разрешение, но смысла нет, потому что у нас есть масштабирование изображения. Конечно, у ребят, у которых нет поддержки DLSS либо FSR, можете понизить разрешение с условно, допустим, Full HD до 1280 на 720. Конечно же, картинка сильно ухудшится, но зато даст вам те заветные FPS-ики. Хотя в таком случае, конечно, проще обновиться, потому что Warzone это очень требовательная игра. Здесь все опционально, ставите то, что вам больше нравится, можете подкрутить гамму, немножко выкрутить яркость для лучшей видимости. Но самое главное, если у вас видеокарта RTX серии, у вас будет написано NVIDIA Reflex. Включаем, конечно же, ставим на вкл, либо вкл плюс Boost. Проверяйте, смотрите, как работает конкретно на вашей системе, потому что иногда на вкл плюс Boost могут быть микростаттеры. Но если у вас видеокарта от AMD-шки, AMD Radeon Anti-Lag, вторая версия, конечно же, включаем. Но для действительно слабых видеокарт лучше все это добро отключать, потому что не сильно много, но пару процентов скушает. Многие спрашивают, как получить наилучшее соединение с сервером. Не считая переезда в другой город, есть более простой вариант, и это GearUp, который понижает пинг непосредственно в самой игре, не затрагивая всю вашу систему. На борту еще имеется и антипакет лосс, обеспечивая минимальную потерю пакетов. Можете сравнить с включенным GearUp и выключенным. Результат вас порадует. Также GearUp идеально подходит для серьезных компетитив матчей. Поддержка от eSports команд не даст соврать. Поэтому насчет банов можете не переживать. GearUp не затрагивает игровые файлы. Переходите по ссылочке в описании и качайте GearUp для решения проблем с высокой задержкой и потерей пакетов. А по моему промокоду можете получить бесплатную пробную версию. Поэтому бустите свое соединение и обязательно напишите, насколько у вас снизился пинг с GearUp. Эко-режим. Эффективность. Вертикалки и различные ограничители FPS-иков пропускаем и выключаем. Если вам нужно ограничить ваш FPS, самый лучший вариант это Riva Tuner. Те, кто не в курсе, она поставляется вместе с MSI Afterburner. Это, наверное, лучшее ограничение FPS-иков, которое только может. Почему? Потому что она работает немножко по другой технологии. Если простыми словами, наш фреймтайм будет максимально стабильный. А чем стабильнее отрисовка кадра, тем плавнее и лучше наш геймплей. Короче, это имба, пользуйтесь обязательно. Все остальное по желанию. Переходим на качество. И здесь начинается магия. Настройки, которые у нас сегодня в ролике, считаются, может быть, самые прям лучшие, но одни из лучших точно. Многие киберспортики их используют и другие игроки. Мне эти настройки подсказал и показал подписчик, за что ему огромный респект. Ну, давайте начнем по порядку. Конфигурацию пропускаем. Динамическое разрешение. Нет, не используем. Масштабирование, резкость. Тут все просто. Если у вас видеокарта серии RTX, выбираем, конечно же, DLSS. Для 3060 Ti ставим качество. В таком случае мы получаем действительно хорошее количество кадров. Для 2К разрешения и для данной видюшки. Если у вас 4070 Ti Super и мощнее, можете вообще подрубать DLAA. Это называется штатная. Если у вас AMD-шка не последней версии, включаем AMD FSR 3 и пресет подрубаем в зависимости от вашей видеокарты. Для 7900 XTX ставим, конечно же, штатная. А если у вас видеокарта 9070 XT либо Non-XT, у вас здесь будет указано AMD FSR 4. Почему сейчас ее нет, не знаю, возможно, что-то баганулось. После записи ролика я перезагружу свою систему и зайду посмотрю, мало ли появится. Если появится, я вам ее покажу. В любом случае, для данных видеокарт ставим штатная, работает замечательно. Но можем поставить и качество, если нужно еще больше FPS-иков. Генерацию кадров я не рекомендую включать, очень большая будет задержка. Целевой масштаб видеопамяти. Ставим 80 либо 90. Тут особой разницы нет. И теперь самое вкусное, самое интересное. Группа детализации текстуры. Разрешение текстур. Низкая. Анизотропная фильтрация. Высокая. Глубина резкости. Выключаем. Качество деталей. Низкое. Разрешение частиц. Минимальное. Следы от попадания пуль. Выключаем.
отключаем. Долговременные эффекты отключаем. Качество шейдеров высокое. Загрузка текстур по требованию минимально. Размер кэша текстур я ничего не трогал, оставил по умолчанию. Качество отображения локальных текстур обычное. Свет и тени обычное. Тени в экранном пространстве отключить. Затенение и освещение отключаем. Отражение в экранном пространстве тоже отключаем. И качество статических отражений низкое. Местность. Тесселяцию выключаем. Качество объемного освещения низкое. Качество непрямой физической модели отключаем. Качество динамических эффектов погоды выключаем. Качество отображения воды тоже выключаем. На вкладке «Обзор», угол обзора, тут, конечно же, по желанию я оставлю 110. Все остальное опционально. На вкладке «Интерфейс», «Телеметрия» я обычно вставлю частота кадров, время отклика сервера и потеря пакетов. На вкладке «Сеть и учетная запись» фильтрацию всю я выключаю. А это включаем обязательно. Применяем наши настройки и переходим на рабочий стол. Я там покажу вам кое-что интересное. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нам с вами нужно сделать небольшую оптимизацию нашей системы. Если что, все это работает как на 10, так и на 11 винде. Единственное, что просто отличается интерфейсом. А также, ребятки, не обращайте внимания на данный колхоз. Спасибо Шуру за их качественные поп-фильтры. Начнем с вами с базовых вещей. Я понимаю, что многие из вас об этом уже давно в курсе, но тем не менее. Некоторые ребятки действительно не знают, как просто зайти в панель управления NVIDIA, либо открыть AMD Software. Если вы это знаете, просто скипайте. Тайм-коды для кого пишутся. Открываем мой компьютер, PGM на этот компьютер. Свойства, далее доп. Параметры системы, вкладка быстродействие, параметры, и здесь ставим галочку на обеспечить наилучшее быстродействие. FPS вам 1000 это не даст и может вообще ничего не даст, но тем не менее различные анимации отключения теней на мышке, под мышкой может слегка разгрузить ваш процессор. Особенно актуально на ноутбуках. Единственное, что ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов, это важно. На вкладке дополнительно можете подрубить виртуальную память, но только в том случае, если у вас вылетает игра. Без ошибок, без различных причин. Чаще всего это происходит из-за нехватки файла подкачки. Потому что файл подкачки необходим для всех приложений. Даже если у вас хоть миллиард гигов будет ОЗУ, все равно многие приложения требуют обязательного включения файла подкачки. Я оставлю обычно размер по выбору системы, и мне хватает с головой. Единственное, что бывает такой баг офигенный, текущий размер кушает 18 гигов. Бывает 50 гиг, ну это особенности нашей Windows 11. В таком случае можно, конечно, указать размеры вручную. Советуют 2000 для 32 ГБ и по 4000 для 16 ГБ. Но, повторюсь, мне хватает размер по выбору системы. После этого нажимаем поиск и пишем параметры. Переходим на система, дисплей, сам внизу находим графика. Далее наша задача это добавить классическое приложение. На десятке будет написано обзор. Клацаем сюда, где там Call of Duty, и переходим в Call of Duty HQ. Далее нам нужно добавить приложение код. Нажимаем добавить и ищем его в списке. Параметры GPU. Ставим на высокопроизводительный. Очень хорошо работает, если у вас две видеокарты, либо ноутбук. Выбираем ту видеокарту, которая наиболее производительная. И оптимизация для игр в оконном режиме, по сути, можете выключать. Снова же для среднего игрока это никак и ни на что не повлияет. Но бывают различные исключения. И мы как раз таки пытаемся эти исключения залатать. А исключение это в виде нашей винды. У всех она работает по-разному, потому что все пользуются
и тоже по-разному. Вы не поверите, насколько по-разному. Далее, планируем GPU с аппаратным ускорением. Тут все индивидуально. У кого-то лучше производительность с включенной, у кого-то с выключенной. Подбирайте под свою систему, как она лучше работает, проверяйте. Самое главное, если мы выключаем, делаем перезагрузку нашей системы, залетаем в игру и проверяем. После этого, если все хорошо, оставляем, если все плохо, возвращаемся сюда, включаем, перезагружаем и радуемся жизни. Я пока оставляю включенным. Если вам нужна дегенерация кадров, нужно будет это добро обязательно включать. А то, не дай бог, выключите, зайдете в вашу любимую игрушку и увидите вместо наших фейковых кадров не 600, а 50. Сердечко встанет и придется увозить. Потом будете в комментариях писать, что я виноват, что у вас инфаркт. Переходим на вкладку игры. Геймбар. Все, что здесь у вас будет указано, все это отключаете. Плюс с помощью файла реестра, чуть позже покажу, можете полностью его снести с вашей системы. Записи. Все это выключаете и, конечно же, игровой режим оставляем включенным. Переходим на спецвозможности. Здесь у нас есть визуальные эффекты и эффекты прозрачности с эффектами анимации выключаем. Для слабых систем снова же. Если у вас средний ПК и выше, можете оставлять. Я лично оставляю. С базовой настройкой мы с вами разобрались. Как видите, ничего сложного в этом нет. Но иногда, крайне редко, такое действительно может помочь. Далее нам нужно будет загрузить архивчик по ссылочке в описании. У меня в телеге, либо в дискорде. Называется архив Байкаска версия 2. Здесь у нас есть папочки различные и приложения. Начнем с вами по порядку. Настройка видеокарты. Если у вас AMD-шка, открываем AMD Radeon и делаем по списку. Залетаем на сайт, качаем последнюю версию, делаем установку. Можно поставить Minimal Install, если вам, допустим, не нужны эти AMD софтверы. Не знаю зачем, но мало ли. И запускаем AMD Driver Settings. Если у вас старые драйвера, либо старая версия видеокарты, и у вас указаны вот такие вот профили, игры, киберспорт и так далее, тогда выбираем киберспорт и делаем то, что здесь указано. А если у вас более современная видеокарта, открываем AMD Driver Settings, переходим на игры и ищем в нашем списке Call of Duty. Конкретно сейчас нас интересует Warzone. Хотя настройка работает в BO6 либо в Warzone одинаково. Если у вас видеокарта RX 9070 XT либо Non-XT, обязательно включаем Fidelity FX Super Resolution 4. Далее Radeon Anti-Lag. Для Warzone, конечно же, включаем. Для одиночных игр всегда отключайте, потому что там небольшой процент, но кушается FPS-ики. Все остальное оставляем по умолчанию. Единственное, что можете, конечно, фильтрацию текстур поставить на производительность, но это касается более слабой линейки видеокарт. Плюс некоторые режим тесселяции ставят на переопределить настройки приложения и плюс отключают максимальный уровень тесселяции. Я так обычно не делаю, оставляю все по дефолту. Если у нас видеокарта от Intel, пожалуйста, настройки есть. Если вот NVIDIA, то же самое, залетаем на сайт, качаем последнюю версию драйверов и открываем NVIDIA Driver Settings. Что мы делаем? Переходим на программные настройки, ищем Call of Duty и его добавляем. Далее все оставляем по дефолту, это вообще не играет никакой роли. Частота обновления вашего экрана высшая, доступная. Размер кэша шейдеров. Если вам позволяет память, ставим 10 ГБ. Если позволяет память еще больше, ставим еще больше. Режим низкой задержки. Если в игре вы включаете NVIDIA Reflex, здесь выключаем задержку. И наоборот, если вы выключаете в игре NVIDIA Reflex, тогда здесь включаем режим низкой задержки на вкл либо ультра. Вместе не включайте. Уже проводились тесты, как оно и что работает. Когда есть поддержка NVIDIA Reflex, приоритетнее всего включать именно NVIDIA Reflex. Режим управления электропитанием. Разные слухи ходят. Можно поставить обычный, можно поставить режим максимальной производительности. В 99% случаев никакой разницы не будет. Но существуют те самые случаи, когда в онлайн-игрушках лучше всего подрубить именно режим максимальной производительности. Пусть видеокарта в данной игре никогда не расслабляется. Как раз таки это относится к 0,1 и 1% по FPS. Если интересно более подробнее, я рассказал в недавнем ролике по настройке панели управления NVIDIA, какие настройки на что влияют, чего лучше придерживаться и так далее. Можете посмотреть. Ну и сам внизу, самое важное, это фильтрация текстур, качество. Для видеокарт 3070, даже можно 3080, ставить на высокую производительность. Самое главное, чтобы оптимизация была на анизотропке и трилинейная. Включены, конечно же. Продолжаем. Очистка. Delete them files. Все, что у вас здесь будет указано, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete them files. Еще одна папочка. То же самое. Выделяем все файлы. Shift, Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Disk Clean Up. Где-то раз в месяц можете чистить диск C. Твики реестра.
Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Кому-то помогает, кому-то не помогает. Поэтому здесь все индивидуально. На всякий случай делаем бэкапчики, здесь все указано, уже есть даже готовые бэкапы. И начинаем по списку. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR 2 PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг по желанию, я обычно включаю. И системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI-мод, PKM и запуск от имени администратора. Находим нашу видеокарту, галочку на MSI подрубаем. И приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar и аппаратное ускорение мы с вами отрубили. Схема питания. Максимальная производительность. Если она вам необходима, выделяем нашу команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, нажимаем PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Закрываем. Далее нажимаем PKM на пуск. Диспетчер устройств, системные устройства, опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Очень много мифов, очень много слухов. Если интересно, ролик есть на канале, можете посмотреть. Если кратко, я обычно выключаю. Но кто-то говорит, что не работает, поэтому как вам удобнее. Нажимаем поиск и пишем изоляция ядра. Целостность памяти мы, конечно же, выключаем, потому что кушает много производительности. Но если вы болван, который загружает постоянно вирусы, то лучше оставлять включенным. После всех этих настроек залетаем в Call of Duty Warzone и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.